Титаник Палас и его сосед Титаник Бич Аквапарк находятся на первой линии по пути из Хургады в Сахл-Хашиш. Они имеют общую территорию и пляж. Стоимость проживания в любом из них одинакова и несколько ниже более старого отеля этой же сети, находящегося на второй линии Титаник Резорт Аквапарк, а также почти в 2 раза дешевле, чем цена на Титаник Роял. Для сравнения выписала примерную суточную стоимость номера для 2 взрослых и ребенка. Обзоры на Аквапарк Резорт и Роял вы можете найти на нашем канале. Мы были там совсем недавно. Почему же такой порядок ценообразования, честно говоря, я не поняла. Давайте посмотрим вместе и сравним. Титаник Палас дословно переводится как «дворец», и интерьер отеля полностью оправдывает название. Инстаграмных локаций здесь больше, чем в музее. От входа и холла со стойкой регистрации до самого пляжа. Построен он был в 2010 году, то есть достаточно новый, при этом его уже не единожды реновировали. Обновления касались и номерного фонда, и мебели в ресторанах, и инфраструктуры развлекательного характера. Уточняю на случай, если вы уже были в этом отеле лет 10 назад. Единственное, что осталось неизменным, это море, точнее его отсутствие большую часть дня. Мы никогда не рассматривали для отдыха подобные резорты, и друзьям, прилетающим к морю раз в год, я их не советовала. Мне вообще было странно, как эти отели умудряются заполняться, ведь их значительно больше в Хургаде, чем тех, где вход в море хорош. Например, соседний с Титаник Палас Джаз Аквамарин и Джаз Блю Марин с точно таким же отсутствием моря, только они еще и в разы дороже, чем Палас. Получается, что есть люди, для которых это не имеет значения. Предположу, что так, они не знали, куда едут. Допустим, зимой в сезон ветров далеко не все смогут занырнуть. А еще есть люди, кто вообще в принципе плавать не умеет. Или умеет, но глубины боится. А еще, если одна мама с малышом или несколькими маленькими детьми будет отдыхать, то при всем желании не разбежится плавать. В любом случае, раз нет моря, важно, чтобы все остальное, кроме моря, радовало. И вот что порадовало нас. Номер 1 – детская площадка. Даю слово ребенку. Раньше, до этого отеля, моя любимая площадка была в Синдбаде. Там больше всего горок и лабиринтов. Рядом можно взять попкорн, и еще там пеликан гуляет. А здесь, в Титанике, такая же или лучше? Ну, она не лучше, не хуже. Просто другая, но тоже классная. Тоже много разных лазилок, кресла есть крутящиеся. Угу. А еще что? И еще качели на пляже необычные. В них можно не только качаться, но и закручиваться. В общем, тебе понравилось, так? Да, очень. Второе, что понравилось, это организация питания и сама еда. Я бы сказала, неожиданно хорошо относительно стоимости отеля. 2 основных ресторана, Клеопатра и Антонио, расположены на первом этаже под лобби-баром с 2 сторон от эскалатора. И в том и в другом шведский стол, и ассортимент блюд идентичный, нет смысла обходить оба. Просто садитесь за любой свободный стол, найти такой не проблема. Мебель новая, так же, как и в более дорогом Титаник Роял, открывшемся 4 года назад. На улице готовят гриль и блюда в печи. Здесь же по утрам пекут вафли, блины, круассаны и вкуснейшие булочки с корицей. Кто смотрит наши обзоры, знают, что в а-ля-карт мы не ходим. Почему? Да потому как, учитывая, что в Египте 99% поваров египтяне, и это не самая высокооплачиваемая профессия, то есть парни, включая шефов, обычные подмастерья. И то, что они могут приготовить действительно вкусно, это свои традиционные блюда. Кошери, фуль, фалафель, кебаб, шиштаук, хумус, баба-гануш. А еда в как будто бы азиатских или мексиканских а-ля-карт будет очень мало напоминать озвученные кухни мира. Часто вижу в отзывах негативные комментарий именно об а-ля-карт. А ведь весь этот негатив не более, чем завышенные ожидания. Единственное, на что можно рассчитывать, это более-менее интересная подача блюд, чем на шведском столе. И то далеко не во всех отелях. В основных ресторанах на обед и ужин 2 вида супа, макароны, пицца, рис, овощи, рыба, птица и мясо нескольких видов.
Дочь набирала гору наггетсов, сказала, что здесь они вкуснейшие. Даша, почему ты ешь одни наггетсы? Это самые вкусные наггетсы в отеле в Египте, как в Макдональдсе. На чекаут в 12 дня браслеты срезают, но говорят, что до 3 часов можно продолжать пользоваться системой «Все включено». Кто и каким образом это контролирует до 3 или после 3, не знаю. На пляже общий для 2 отелей «Титаник Палас» и «Титаник Бич» ресторан с фастфудом. Мороженое из автоматов в течение дня около пул-бара. В лобби-баре готовят вкусный кофе и горячий шоколад. Алкоголь весь местного производства. Пиво из крана, свежевыжатые соки платные. А еще есть кофейня Starbucks. Конечно, она вне системы «Все включено», оплачивается отдельно. Номерной фонд – это 3-этажные корпуса, где почти все комнаты на первых этажах swim-up с прямым доступом в бассейны. Ближе к пляжу находятся отдельные бунгало на воде. Нас заселили в номер 5339 с видом на отельную территорию. Это 3-й этаж. Балконная мебель новая. Потолочного освещения нет, только настенные светильники. Большой телевизор, набор приготовления чая и кофе, вода, бутилированная хорошей компанией. Такую покупаем домой в супермаркетах. Номера просторные. В нашем были 2 полутораспальные кровати и диван. Постельное белье хорошего качества, заметно лучше, чем в «Титаник Роял», который, напомню, в 2 раза дороже. Шкафы вместительные. Есть встроенный сейф и мини-бар с колой и спрайтом. Есть номера со смежной дверью, то есть можно забронировать фэмили для большой семьи. В коридоре зеркало в полный рост. В санузле все в исправном состоянии. Есть фен, гель для душа, шампунь, кондиционер, лосьон для тела и мыло. В душевой кабине сушилка для купальников. Душ только настенный. Это, конечно, ужасно неудобно, если с маленькими детьми отдыхать. Еще в максимально дурацком направлении установлен. Настроить температуру воды, не намокнув при этом, невозможно. Сейчас в Египте сезон ветров, ночами бывает холодно. Кондиционер на обогрев работает достаточно хорошо. Единственное замечание – кнопка включения-выключения в аварийном состоянии. Вся территория отеля – сплошные бассейны. Летом будет раздолье, а в зимний период греют только несколько, и все гости собираются вокруг них. При этом страдает качество воды, она заметно мутная. Тренажерный зал небольшой для такого огромного отеля. Он находится рядом со спа-салоном за рестораном «Клеопатра». Заснять его не получилось, так как подходили мы несколько раз, но всегда он был заполнен гостями. Аквапарк находится на территории «Титаник Бич». Воду греют на детских горках и в бассейне с волнами. Около детской площадки бассейн для самых маленьких под крышей. Похоже, видели в «Титаник Резорт Аквапарк». И не припомню, чтобы где-то еще. В летний сезон это бесценно. Хотелось бы и на детских площадках, чтобы установили навесы. Не именно в этом отеле, а вообще в Египте. В пляжной зоне открытый амфитеатр. Здесь же детский клуб. Ничего особенного, как и в большинстве египетских отелей. Настольные игры, рисование, мультфильмы. В здании между ресепшн «Титаник Палас» и «Титаник Бич» большой зал, в котором бильярд, теннис, игровые автоматы и боулинг.
Напротив этого зала ночной клуб, в котором в зимнее время проводят мини-диско и вечерние шоу-программы. За наши недолгие сутки пребывания в отеле случилась ситуация, которая очень подпортила настроение и впечатление об отеле в целом, хоть в итоге она и разрешилась. Итак, дочка играла на качелях, рядом с которыми есть стол и лавки. В 2 шагах от этого места находится детский клуб. Я положила пляжное полотенце на стол и отошла ровно на пару минут сделать видео, что внутри того самого клуба. Он оказался закрыт, так что, сфотографировав программу Activity, я вернулась. Полотенце исчезло. Нет смысла строить предположение, кто его забрал – гости или работники. А если бы кроме полотенца я оставила сумку с более ценными вещами? То есть на глазах у ребенка и практически у меня на глазах пропадают вещи, так как я не особо-то и уходила, а по факту отвернулась на минуту. Конечно же, в инфолисте прописан штраф за утерю полотенца. В обратном случае, кому бы они были нужны? Я была готова к скандалу, потому как одно дело, если ты бросил свое полотенце где-то на пляже и ушел на полдня, или вообще забыл, куда бросил, и совсем другое, что ты отвернулся, занырнул в бассейн, повел ребенка в туалет и так далее. На ресепшн я попросила проверить камеры. Нормально они есть почти везде в отелях. В ответ мне дали заполнить заявление о пропаже. И одновременно со мной еще 2 туриста заполняли такие же. Я даже засняла их, чтобы не быть голословной. С такими массовыми одновременными пропажами я не сталкивалась нигде за наши 1500 отдыхов. Далее мне сказали подойти после 18 вечера и узнать решение по моему вопросу. Учитывая, что это было время обеда, до вечера я продолжала дергаться сама, дергать ребенка за ее невнимательность. В общем, мне выдали новую карту без каких-либо штрафов. Чем закончились истории других туристов, не могу знать. Выводы делайте сами. Подытожим. Отель можно выбирать для отдыха, учитывая его невысокую стоимость, но если не принципиально плавать в море, а достаточно его наблюдать с берега. При этом нужно постоянно бдеть относительно полотенец, браслетов и карт ключей, за утерю которых могут потребовать штраф. Смотрите наши обзоры о других «Титаниках» Хургады. Если остались вопросы, задавайте в комментариях. И приятного всем отдыха!